Приветствую вас на канале. Сегодня я расскажу о наших работах над батареями Nissan Leaf. У нас очень много планов на эти батареи, поэтому мы приглашали людей, чтобы они нам сделали 3D модель батареи в более высоком качестве, чем та, которая у нас уже была. Если вам нравится эта тематика и вообще тематика электромобилей, то подписывайтесь на канал, поддержите нас своими комментариями, ставьте лайк. Ну и погнали! Так, батарейка стоит на программировании BMS-ки. Все в процессе. Поэтому скоро уже поедем ее тестировать. Батарейку уже привязали к лифу. Теперь ее можно собирать, устанавливать на автомобиль и тестировать. Вот пока у нас она вот так вот к машине идет. У нас провода выпущенные. И вот у нас эти провода сейчас подходят к автомобилю. И этот автомобиль, по сути, сейчас работает на батарейке, которая снятая, стоит в тойку. Автомобиль работает, показывает остаточный пробег 51 милю. И батарейку будем собирать, теперь устанавливать на этот автомобиль и кататься, тестировать его. Секретные процессы работы над батареей. Программирование BMS-ки. Вот так вот выглядят каналы, когда идет балансировка. Диодики загораются, это значит балансируется тот или иной канал. Вот здесь вот практически, не практически все, горит 7 диодов, здесь 2 диода, здесь сейчас 3, 4, там 2 и там 1. Вот так вот идет балансировка элементов. Этого, конечно, не будет видно в салоне, но зато батарейка будет всегда подсвечиваться изнутри. Вот один диод потух. Вот такая цветомузыка будет в батарее. Вот здесь сейчас уже горят 3, 4, 5, 6, 7, 8 диодов. Уже 7. Для тех, кто давно следит за каналом и за нашими работами, может узнать в этой батарее нашу самую первую батарею на элементах LG Chem N2.1 на 40 кВт-часа. Автомобиль катается почти год. За этот год автомобиль проехал 12 тысяч километров. И сейчас приехал к нам на установку БМС и CAN-моста для более правильного пересчета всех параметров, в том числе и пробега. Да, конечно, батарейка это была крайне трудозатратная. Мы при сборке ее потратили очень огромное количество времени, потому что соединение такого типа было крайне неудачное конструктивно. Поэтому сборка ее была по времени очень долгая. Но тем не менее батарея работает. Сейчас хотим померить внутреннее сопротивление элементов. Так, сейчас у нас получается 72,2 вольта. И 11,34 миллиома. Здесь у нас получается сколько элементов? 72 вольта поделить на 4,01 на одном элементе. Мы получаем 18 последовательных соединений и 11,27. И 11,27 Почему 11,27? 11,34. Ой, был 11,27, 11. Вот 27. 34. Ну гуляет 37. Ну, поделить ладно. на 18 соединений. 0,63 миллиома на вот этой группе. Ну, 63 миллиома. Это на каждый получается По 1,2 миллиома. А на новые сколько? Так, вот на новых, на двух параллельных соединениях 49 миллиом. 0,49 миллиом. 41, 44. Ну, наверное, все-таки 0,5, наверное. 0,5 миллион. 0,5 миллион. Но на каждый это получается по 1 миллиону примерно.
А сейчас, ну, А ну было померяй было на 0,5 на 2, стало 0,6 на 2. Да. То есть на сопротивление подросло на 20%. Так, еще раз. 0,47 на 2 ячейки, а на одну. Один 25. Ну, это из-за контакта плохого. Один и два. А на второй. То же самое. Ну, в принципе, тогда не поднялось. Примерно так и есть. То есть внутреннее сопротивление у нас не повысилось. Может быть, обижи растворителем протереть или спиртом протереть контакты? Ну, не меняется. Ну, грубо говоря, 1,2 миллиома, что там было, что здесь. Так, установили обратно батарею. Пробег на сегодняшний день составляет 75 240 километров. Посмотрим, сколько было, когда мы установили батарею. Сейчас с этим пишет, что 212 километров остаточный пробег. Напомню, что здесь мы установили сейчас BMX, которая правильно пересчитывает пробег. Сейчас машина запускается. Привяжем ее. Так, ну как и ожидалось, что есть ошибка по недействительному аккумулятору, потому что у нас она не привязана. И с помощью консалта мы ее привязываем. Так, все, батарейка привязана. И у нас потухла машинка с восклицательным знаком. Теперь ошибки у нас не будет. Так, пришло время устанавливать нашу литий-железофосфатную батарейку. Мы ее будем ставить вот на вот этот вот лист. Сейчас снимем с нее родную батарейку и будем ставить литий-железофосфатную. Сразу, да. Так, будет сейчас происходить первый запуск литий-железофосфатной батареи на лифе. Такого еще не было, чтобы на лифах стояла литий-железофосфатная. И, правда, у нас сел 12-вольтовый аккумулятор. В общем-то, сейчас будем его запускать. А батарея уже привязана, да? Да, батарея привязана, потому что мы именно к ней ее подключали дистанционно. Сейчас будет первая попытка выезда. Не так, конечно, как SpaceX у Илона Маска. Готов? Так, первое. Включение зажигания. Так, автомобиль запустился. Так, отключай эту срань. 27 миль. Ну, это неправда сейчас. Там непонятно сколько. Есть. Та-дам! Исторический момент. Она едет. Ну что, надо выезжать. Бросать, да? Да. Ну что? Выезжай. Открываем дверь.
Давай еще сейчас кадр. Вот нам привезли батарейку на Leaf. Это у нас будет дополнительная батарейка на Nissan Leaf, которую мы будем устанавливать в багажник. А вообще это батарейка Chevrolet Volt второго поколения. Она на 18,4 кВт-часа, когда новая. Сейчас неизвестно, какая остаточная емкость. Будем промерять, но для начала ее разберем. Вот так вот выглядит батарейка без крышки. Состоит из 3 модулей. Задний модуль и один поперечный модуль, 2 продольных. Вот БМС стоит. Вот мы будем устанавливать ее без штатной БМС. Будем их параллелить с батареей, штатной батареей Лифа по штатным проводам. Охлаждение уберем, потому что в нижней батареи нету, и в верхней тоже не будем ставить. И она будет охлаждаться только за счет воздуха в салоне. Охлаждаться или зимой охлаждаться, а летом нагреваться только за счет температуры в салоне. Конечно, она не будет хорошо обдуваться, потому что она с жидкостным охлаждением и нету нормального доступа воды, нормального доступа воздуха. Так как поступает много запросов на допки для Лифа, то мы решили расширить возможность увеличения пробега для самого популярного электромобиля за счет установки дополнительной батареи в багажник. Разбирается батарея вообще одно удовольствие. Каждый модуль держится вот такими вот 2 перемычками. Они алюминиевые. Просто зажимают как 12-вольтовый аккумулятор в подкапотном пространстве. То же самое здесь. Просто прижимается вот такими перемычками. Все откручивается. Все снимается. Вообще никаких проблем нету. Поэтому продолжаем ее разбирать. Для того, чтобы отделить каждый модуль друг от друга. И эти модули тоже распакуем, чтобы вот эти не стояли здесь каналы подачи антифриза. Тоже вытащим эту часть. И у нас будет 4 отдельных модуля. Вот так вот разбирается батарейка. И вот как раз вот эта вот часть, это и есть туннель в машине. Вот это заднее сиденье, здесь туннель. Поэтому в Chevrolet Volt очень неудобно сзади сидеть втроем. По сути, это 4-местный автомобиль. Так, вот так вот выглядит соединение. Элементы пакета такие же, как на Лифе, только по размеру другой, емкость другая. Тоже по 2 в параллель. Сейчас хотим понимать, чтобы понимать, какая емкость остаточная, хотим проверить ее на емкость. Напряжение у них сейчас 3,51 вольта. Поставим сейчас на измерение, проверим остаточную емкость. Так, ну вот батарея литий-железофосфатная в процессе. Сейчас идет программирование, проверка, чтобы все работало, как она заряжается. Уже выезжали на ней, тестировали движение. В общем-то, все в процессе. Это все не быстро, поэтому пока работаем. А здесь мы начали устанавливать допку в багажник. И сейчас снимаем сиденье, для того, чтобы у нас была возможность провести проводку. Проводку будем проводить через лючок, там, где находится предохранитель лючка. И поэтому сейчас разбираем заднее сиденье и будем сюда устанавливать конструкцию. Будем использовать штатную нижнюю часть, на которой будет крепиться вся батарея. Будем ее крепить к днищу автомобиля. И будем надеяться, что она будет здесь стоять надежно и никаких проблем не доставит. Заявку нам такую сделали, привезли свою батарейку. Мы ее разобрали и сделали подиум для крепления элементов. И сейчас устанавливаем.
43 вольта, вольтовская 337. Разница 6 вольт. Сейчас подключаем батарейки параллельно через вот такую спираль, около 2 Ом сопротивления. То есть ток небольшой должен быть, порядка 3 ампер. И по высокой стороне они должны сейчас друг друга уравнять. Только после этого мы можем, согласно схеме, подключать балансирные провода. И теперь придави ее. Все. Так, а здесь что? Здесь ничего не идет вообще. Либо она выключена. Это AC. DC, Zero. Ой, 2 ампера. 2 ампера. 2 ампера. Так, все, автомобиль готов. Вот так вот выглядит предохранительная чека, которая нужно демонтировать, чтобы обесточить. И параллельно нужно обесточить чеку в батарее. Вот такое сделали полочки такие, чтобы они не сильно видна была сама батарея. Осталось только здесь поставить крышку и сиденье. И все, автомобиль можно выпускать. Наша литий-железофосфатная батарейка. Мы ее сняли с лифа для того, чтобы поставить на машину, на которой стоит Чадема. И хотим протестировать, как она себя будет вести на Чадема. На обычной машине она какое-то время уже покаталась. Ее даже не закручивали еще. Не все болты закручены. Но сейчас переставим ее, еще покатаемся. И дальше тогда уже будем ее закручивать. Хорошо, эта батарея собрана не на герметике, как на машинах более свежих ZEO, а еще на болтах. В смысле, на резиновой прокладке. Поэтому гораздо проще вскрывать, но тем не менее мы ее пока не клеили. Также много задают вопросов в комментарии, продаем ли мы отдельно литий-железофосфатные элементы. Нет, мы отдельно их не продаем. БМС тоже не продается отдельно без батареи. И комплект для сборки самостоятельной мы пока тоже не делаем и не продаем. В данный момент мы сейчас батарею тестируем. Когда будет известна полная стоимость, я обязательно сниму ролик и сообщу об этом. Чистая емкость батареи 30 кВт-час. Ориентировочная дата выхода батареи это начало июня. И обязательно сделаю тест заряда на Чадема. Обязательно сделаем заезд по городу на этой батарее. Между городами проедемся. И обязательно сделаю ролик. И тогда объявим уже все окончательную стоимость этой батареи. И все нюансы, которые могут сопровождаться. Так, вот автомобиль, на котором мы установили нашу очередную батарею. Это батарея 40 киловатт с включенной печкой. Сейчас прогнозируемый пробег 157 километров. Без печки прогнозируемый пробег 203 километра. На данный момент пробег 82 508 километров. И попросим владельца, чтобы он к нам заехал на перепроверку. И заодно будем контролировать, как себя ведет батарея. Сейчас у батареи сох 100% и все 12 палок. Здесь стоит CAN-мост, который дает правильные показания. Это ориентировочный пробег, он может быть как в большую, так и в меньшую сторону. Все зависит от пробега, вернее от расхода электроэнергии на пробег.